О, парни, вы здесь. Погнали, распотрошим вот эту маску. Сегодня у нас на обзоре будет вот такая вот маска. Это самая бюджетная маска от компании 3M. Давайте открываем, не будем тянуть резину. Вот так она выглядит, коллеги. Я еще сам ни разу не варил, сегодня впервые. Вместе с вами попробуем, как через нее видно. Я даже понятия никакого не имею. Ну, прочитал только инструкцию, да. Сегодня поварим, снимем вам, покажем, как видно через этот фильтр. Сравним с вот этой маской 9002. Потому что с 9100 я не вижу смысла сравнивать. Ну, они маски совсем для других целей. А вот 9002, они, ну, слегка идентичны чем-то. Чем-то они идентичны. В общем, коллеги, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Погнали. Коллеги, этот щиток называется 100В. Он самый легкий из всей линейки масок Speedglass. Значит, его вес 450 грамм. Для сравнения, 9002 весит 485 грамм. Но разница в 35 грамм, ну, не знаю, насколько это критично. Ну, вот такой вот факт. Значит, давайте разбираем. Разбирается она вот легко, вот так. Снимаем лицевую накладочку. Тут надо снять защитное стекло. Здесь очень специфично разбирается. Во всех масках 3M светофильтр достается наружу. Здесь светофильтр достается изнутри. Да, коллеги, еще одно отличие. Здесь, видите, защитная пластина наружная крепится к самому светофильтру. В этой маске 100В пластина крепится к самому щитку, не к светофильтру. Теперь видим сразу отличие, которое бросается в глаза. Два датчика и на этом фильтре, и на этом фильтре. Но на 9002, видите, на каком уровне расположены датчики? На уровне глаз. В фильтре 100В датчики расположены сверху фильтра. Их можно, то есть, можно перекрыть. Допустим, варим, здесь какая-то металлоконструкция, их можно перекрыть. Поэтому это надо учитывать при проведении сварочных работ. Ну, давайте пройдемся по настроечкам светофильтра. Здесь, как всегда, традиционно клавиша включения и степени затемнения от 8 до 12 дин. Точно так же, как и на 9002. Чувствительность. Здесь 4 режима чувствительности. Значит, первый, он без номера, это режим зачистки, то есть светофильтр не будет вообще затемняться. Ну, это болгарочкой что-нибудь почистить. Первый режим, второй режим и третий режим. Значит, первый режим используется, ну, это наименьшая чувствительность. Она используется, когда рядом кто-то сверкает, чтобы не было помех. Первый режим ставим. А второй режим, это самый распространенный режим, он подходит для большинства сварочных работ. Третий режим чувствительности – это аргонодуговая сварочка на очень малых низких токах, чтобы светофильтр срабатывал. Ну и клавиша Delay – это насколько быстро будет светофильтр высветляться после обрыва дуги. Тут всего два положения – плюс и минус. Плюс будет немножко подольше, минус будет быстро высветляться. И есть индикатор заряда батареи. Когда он начинает мигать, значит, батареи пора менять. Давайте, парни, посмотрим, какие тут батареечки стоят. Там даже в инструкции написано, что чтобы извлечь батарейки, можно пользоваться тоненькой отверточкой. Потому что ногтем тут сложно поддеть. Вот видите, такой контейнер. Стандартные батарейки CR2032. Коллеги, как мне сказали в компании 3M, сюда тоже есть возможность установить линзу с диоптриями. Но каким образом она сюда устанавливается, я не понимаю. То есть, если брать светофильтр 9100, там прям пазы вот так по бокам. Пазы, там просто его вставляешь, и он там держится. Как он здесь устанавливается? Ну, они меня просто заверили, что возможность есть поставить сюда линзу с диоптриями. Если они говорят, значит, оно так и есть. Дальше. Теперь поговорим про защитные пластины. На всех масках 3M Speedglass есть три вида защитных пластин. То есть это обычные пластины, вот такие. Есть пластины с защитой от царапин, есть термостойкие. Что касаемо этой маски, самой бюджетной, здесь только два вида пластин. Обычные пластины с защитой от царапин. Потому что термостойкие здесь не предусматриваются, потому что она не рассчитана, эта маска, для высоких температур, больших напряжений. Коллеги, этот светофильтр, он самый маленький из всей линейки. Его размер 93 на 44 миллиметра. Для сравнения, если берем 9002, здесь будет 107 на 54 миллиметра. Ну, оно и видно так визуально, да, отличается. Коллеги, вот смотрите, видите в сравнении, вот 100В и 9002. Здесь присутствуют жабры, которые отводят выдыхаемый воздух.
Вот в этой самой бюджетной маске они отсутствуют. То есть надо иметь в виду, что на морозе, в холодную погоду вот это внутреннее стекло может запотевать. Поэтому, ну, скорее всего, ее стоит рассматривать для работы в цеху. Дальше. Оголовья тут абсолютно одинаковые. Что на 9002, что на 100В, они одинаковые, их взаимозаменяемые. Все регулировки идентичные, абсолютно. Парни, забыл упомянуть один немаловажный момент. В обеих этих масках, как можете видеть, отсутствуют панели для зарядки батарей. То есть солнечных панелей нет ни в одной, ни в другой маске. Но батареи хватает года на 2 точно. Я думаю, их хватит. И они продаются на каждом углу. По оголовью, коллеги, оно такое же, как на 9002. Я это уже озвучивал. Здесь есть 4 положения. То есть можно щиток ближе к лицу подвинуть или дальше от лица отодвинуть. 4 положения есть. А так вполне стандартное оголовье. Вот эта налобная часть, она, видите, на липучках снимается, меняется. Когда оно загрязнится уже, особенно в летний период, очень быстро вот это загрязняется. Они продаются, меняем, все, работаем дальше. Так, коллеги, смотрим цветопередачу, фильтр 100В. Вот можете оценить, как передает светофильтр цвета. Мне кажется, очень даже достойно он передает. Теперь сравниваем фильтр 9002. Так, коллеги, сейчас вы видите запись сварки. У нас камера стоит в автоматическом режиме настройки. Сейчас вы можете оценить все, что видно, все, что происходит вокруг сварочной ванны. Вот оцените оттенки, какие передают эти светофильтры. Как все видно. Надеюсь, все будет видно хорошо. Так, коллеги, мы сейчас выставили мануальные настройки камеры. Сейчас вы должны хорошо видеть саму сварочную ванну. Вот зацените, как все видно. Ну, я уже варил и в том светофильтре. Видно очень хорошо в обоих светофильтрах. Это мое такое личное мнение. Коллеги, ну что, давайте я итог подведу. Мое такое мнение. Маска очень хороша. Хоть она и самая бюджетная, вот ее на голову одеваешь, она на голове вообще не ощущается. Очень легенько, все работает плавно, мягенько. И видимость обеспечивает тоже очень довольно неплохую. Единственные, недостатки, какие я могу выявить недостатки. Первый, самый важный недостаток, на мой взгляд, что датчики расположены вверху, их можно перекрыть. Но я работал во многих масках, и тоже у меня была маска, где датчики вверху. Пару раз перекрываешь, светофильтр не затемняется, ты уже это учитываешь. И в дальнейшем такого больше не повторяется. И еще я хочу сказать, что даже в мануале написано, что даже когда светофильтр не затемняется по какой-то причине, ущерба глазам никакого не происходит. Здесь очень хорошая защита. Здесь многослойная защита, даже в незатемненном светофильтре никакого вреда глазам вы не нанесете. Да, парни, кому будет интересно, я закреплю мануал в электронном виде, ссылочку оставлю под видео. Кому надо, скачайте, почитайте. Стоимость этой маски я озвучивать не буду, потому что курс, сами знаете, у нас плавает. Сегодня доллар стоит столько, завтра он стоит столько, и от этого перемены курса цена в рублях, конечно, плавает. Поэтому я тоже оставлю ссылочку на эту маску под видео. Кому интересно, переходите, смотрите. Также я оставлю промокод на скидочку. Мне сказали в компании 3M, размер скидки будет приниматься решение индивидуально. Поэтому звоните, общайтесь с менеджерами. Вот, они там уже по факту будут определять размер скидки. Ну что, кто из вас самый стойкий, досмотрел это видео до конца? В конце я хочу сказать одну вещь, которую я планировал. Значит, в комментариях вот один коллега написал, его ник на YouTube Виталий Сварной,
Он смотрел обзор на вот эту маску 9100 XXI. И я там озвучил такую вещь, что эта маска, она, сейчас я вам покажу, что она, в отличие от вот этих, от вот этой серии, поднимается не полностью. Видите, дальше она не идет назад. Я сказал, что это так, ну, на производстве так настроена она, что выше она не поднимается. Он мне сказал, не вводи людей в заблуждение, и объяснил, как это работает. Я даже сам об этом не знал, поэтому хочу исправиться. Спасибо коллеге Виталий Сварной. Смотрите, если отпустить левую крутилку, левый регулятор отпускаем, маска, видите, как поднимается? Она может подниматься свободно, а можно чуть придавить, и она будет с небольшим щелчком. Вот небольшой щелчок. Вот, надеюсь, вам слышно. Видите? Я даже об этом не знал. Так что это очень хорошо, когда мы друг другу начинаем помогать. Да, парни? Маска все-таки шведская и очень мало информации в нашей стране. Я ее по крупицам собираю, когда снимаю обзор на каждую маску, по крупицам буквально. Читаю инструкцию. Я сам, когда себе покупал такую маску, вообще никакой информации, нигде нет, ни обзора, ничего. Благодаря нашим усилиям, может быть, мы кому-то смогли помочь. Коллеги, ну все, что я хотел сказать. Надеюсь, мы были вам полезны. Рассказал все, что хотел об этой маске. Маска замечательная, для гаражных работ, парни, самое то. Берите, она вам будет служить долгие годы. Долгие годы она вам послужит, и вы будете счастливы. Парни, давайте оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал. Всем пока, увидимся в следующих роликах.